Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Это видео посвящается реглан кокетке. Почему называем реглан кокетка? Вы знаете, регланом мы называем, когда рукава и плечевая часть составляют одно целое. И сюда мы добавляем кокетку, образуем именно такую круглую кокетку. В этом виде реглане у нас не существует регланной линии, которую мы образуем в других видах реглана. И здесь по ходу вязания у нас образуется вот такая кокетка. Реглан кокетку можно вязать и со спицами, и с крючком. Кому как больше нравится, так и вяжет. Реглан кокетку, друзья, можно вязать снизу вверх или сверху вниз. Вид получается почти одинаково. Когда мы вяжем снизу вверх, здесь кокетку образуем, убавляя петель до горловины. А когда вяжем сверху вниз, мы после горловины оформляем кокетку, добавляя петель. Я предпочитаю вязать реглан кокетку сверху вниз. Здесь дает более широкое удобство при вязании размера кофточки. Этот вид реглана, друзья, вяжется в одеждах и для детей, и для взрослых, и для мужчин, и для женщин. И горловина в этом виде реглана, друзья, образуется само собой круглой. Можно вязать круглой облегающей горловину, или можно широкую круглую горловину, или можно вязать как свитер, или можно сделать какие-то нужные манипуляции и сделать горловину в другом виде, например, в виде лодочки, или треугольной форме, или четырехугольной формы. Кому как хочется, так можно вязать и горловину. Этот вид реглана можно вязать цельным по переду или с застежками, связав полочки планками. И кокетку, друзья, можно вязать и без узора, или с узором. Когда вяжете с узором, вы воспользуетесь готовыми схемами. Эти схемы будут для реглан кокетки снизу вверх, или для реглан кокетка сверху вниз. Виды узора со всеми узорами можно вязать. И ажурные узоры подойдут, и косые, и рельефные, и джаккардовые узоры. Можно вязать все виды узоры кокетки по желанию. А когда жаккардовые узоры, получаются такие прекрасные лапопейсы. Давайте, друзья, рассмотрим, как мы будем образовать такую круглую кокетку. Чтобы образовать кокетку, друзья, мы должны после горловины добавить петли равномерно, и с этим мы образуем расширение наше полотно по периферии. И у нас образуется вот такой клин, и оформляется кокетка. Для этого мы как будем добавлять петли, поскольку в каком расчете, это я вам все подробно расскажу. Когда мы вяжем кокетку с узором, друзья, тогда на схеме узора, именно предназначенная для реглан кокетки, дается такая схема, которая там будет видно именно добавление петель. Вот, например, вот это тоже схема для реглан кокетки сверху. Видно, вот так узор по ходу вязания расширяется. Здесь видно пустые клетки, это которые отмечают нет петли. И вот постепенно здесь добавляются петли и расширяется наша кокетка. И вот здесь вот я кругляшком отметила, который здесь добавление петель. Вот здесь вот добавляется одна петля на одном раппорте узора.
И вот на пятом ряду добавляются 2 петли, вот 2 петли. И вот таким образом через какой-то определенный рядов на одном раппорте добавляются петли. И по ходу так вязания это полотно у нас расширяется само собой. И на схеме все будет рассчитано и вам дается в готовом виде. Если мы вяжем реглан-кокетку без узора, друзья, тогда нам придется самим рассчитать добавление петель. Когда посмотрим наш обычный простой классический реглан, расширение пойдет по регланной линии. Мы добавляем накиды через ряд, и с этим мы расширяем наше полотно. Значит, за 2 ряда у нас добавляется по 8 петель. И эти 8 петель добавляются через ряд, пока мы не довяжем до подреза. А у реглан-кокетки, вы знаете, регланные линии не будут, и мы после горловины начинаем уже добавлять петли. Здесь тоже должен соответствовать, что через ряд мы должны добавить по 8 петель. Еще добавить мы можем через 10 ряд. Это значит, мы на первом ряду добавили определенное количество петель, и следующие 9 рядов мы не добавляем петли, потом опять в 11 ряду добавляем петель. И для этого случая, у нас идет отдельные расчеты. И добавление петель распределяется равномерно. Когда мы добавим 8 общее количество петель в горловине делим на 8. На примере, если у нас здесь имеется 160 петель, мы 160 петель делим на 8, и у нас получается 20. Значит, мы когда делим 160 равномерно на 8 части, таким образом, и на одном части у нас получается по 20 петель. Вот здесь 20, здесь 20 петель. Чтобы добавить 8 петель, мы должны каждые 20 петель добавить 1 петлю. 20 петель провязали, добавили. 20 петель провязали, добавили 1 петлю. 20 петель провязали, добавили 1 петлю. И здесь вот таким образом, когда мы доходим до начала нашего вязания, здесь мы уже добавим 8 петель. Вот таким образом, друзья, добавляются через ряд. Значит, в первом ряду мы добавили, в втором ряду мы провязываем эти накиды. Если хотите ажурно, значит, провяжите без скрещивания эти добавленные петли. Если не хотите дырочки, тогда эти добавленные петли провяжете скрещенной. Теперь на третьем ряду опять мы должны добавить 8 петель. Вот на третьем ряду, когда мы вот так посмотрим, когда продолжим вязание, теперь у нас стало по 21 петли. И этот раз мы будем посчитать 21 петель, провязывали, потом добавили 1 петлю. 21 петель посчитали, добавили 1 петлю. Вот таким образом мы продолжим наше вязание. И четвертый ряд у нас идет опять провязывание без добавления. Потом на пятом ряду у нас опять вот идет добавление. Теперь наши части стали по 22 петли. И этот раз мы добавим 8 петель, посчитая, 22 петли посчитали, провязывали, добавили 1 петлю. 22 петли посчитали, добавили 1 петлю. Вот таким образом в следующий раз мы провяжем через 22
петли. На следующем ряду добавления будет по 23 посчитаем. И вот таким образом арифметически у нас увеличивается число петель, провязанных при добавлении по одной петле. Это я вам сейчас на практике покажу. Вот, друзья, здесь у меня приготовлена горловина. И здесь мы начнем вязать нашу кокетку. Здесь у меня всего 94 петли. И вот это 94 петель я делю на 8 частей. Это у нас получится 11 и 75. Дальше мы закругленно берем 11 петель. Могут здесь у вас получиться разные цифры. Например, закругленно может быть 12. Или закругленно не будет, это может быть 13,5. Или 14,65. Или 15,2. Вот разные цифры могут здесь получиться. Тогда вы берете обязательно закругленное, где у вас здесь есть целая цифра. Вот таким образом вы берете. Значит, здесь берете 12, 13, а здесь берете 14, а здесь берете 15. Значит, когда мы делим 94 на 8 частей, друзья, таким образом, у нас получается 11 петель в каждом части. И еще немножко будет больше в каком-то части. Это не имеет такое большое значение. Значит, мы будем добавлять после 11 петли. 1, 11. И мы здесь добавим петли. Кто-то любит вот так добавить петли. Кто-то будет добавлять отдельно накидами вот так. Это можно по-разному, кому как нравится. Но если я буду провязывать без дырочки эти петли, скрещивая, я тогда обязательно добавлю с накидами. То есть сперва на этом ряду добавлю накид, а на следующем ряду вот этот накид я провяживаю скрещенной лицевой. Если я буду вязать с дырочкой ажурными, тогда просто я беру от нити прошлого ряда, так, подниму накид и провяживаю петли. И вот добавила одну петлю. Чтобы вам было удобно, можно даже поставить маркировки. Вот маркировки поставили 8 частей, и на каждом нечетном ряду вы можете без подсчета автоматически здесь добавлять петли. Теперь опять мы провяжем 11 петель. 11. И вот добавили одну петлю. Пошли дальше. 11. Добавили одну петлю. Вот таким образом вы провяжете до конца наше вязание, где у нас начинается опять новый ряд. Теперь, друзья, на втором ряду, на четном ряду, значит, мы провяжем все петли без добавления. Вот, друзья, мы опять в начале нового ряда, нечетном ряд, и в этом ряду мы добавим опять петли. Опять мы должны добавить 8 петель. На 8 частей нашей кокетки теперь стали по 12 петель. Значит, мы будем добавлять петли, провязывая по 12 петель. 12. Вот опять здесь мы добавим петельку. И опять посчитаем 12 петель. 1, 12. Опять мы здесь добавили. Вот таким образом теперь у нас распределяется добавление петель через 12 петель. И на следующем ряду мы все петли провяжем без добавления. И мы с вами опять на нечетном ряду увидимся, чтобы добавить петли. Друзья, начинаем 5 ряд. В этом ряду опять мы добавим 8 петель.
На этом ряду мы провяжем теперь 13 петель, потом добавляем 1 петлю. Потому что на 8 части нашей кокетки теперь стали по 13 петель. 13. И добавим петельку. Опять посчитаем 13, добавим петлю. 13. И добавим петлю. Вот таким образом мы по ходу вязания, у нас на каждом нечетном ряду идет добавление петель, и на каждом разом в частях кокетки станет на 1 петлю больше. Мы аккуратно будем добавлять и расширить нашу кокетку до желаемого размера. Здесь я специально вязала с дырочкой накида, чтобы вам было видно хода наше добавление петель. Еще отделила каждую часть, 8 частей я с маркировками, чтобы мне было удобно. Перед каждой маркировкой я добавляла петли. По ходу добавления петель у нас появляются линии такие, они получаются немножко косо. И даже это тоже придает такой интересный вид кокетки. Если мы добавили петли, здесь отмечая 1 петлю и добавляли на одном ряду только на правой стороне, а через следующем ряду добавление мы осуществляли бы на левой стороне этой линии, тогда эта линия у нас получилась бы не такая вот косая, да? Получилось вот так прямой линией. Теперь наши... Еще, друзья, мы добавление петель в кокетке можем осуществить на каждом 10-м ряду. Тогда расчет у нас будет по-другому. Общее количество петель горловины, если мы скажем А, делим на 40 частей. И мы получаем количество петель Б. Например, если общее количество петель у нас будет 120 петель, мы делим на 40, мы получаем 3. Когда общее количество петель горловины мы делим на 40 частей, у нас получается по 3 петли. И в первом ряду мы добавляем петель, 3 петли провязываем, 1 петлю добавляем, 3 петли провязываем, 1 петлю добавляем. Вот таким образом мы будем весь ряд провязать с добавлением. И у нас итого добавляется 40 петель. Почему мы именно 40 петель добавляем? Потому что у нас добавление идет в 10 рядов. Мы должны были добавить на 5 рядах по 8 петель. Умножаем 8, и у нас получается 40 петель. Поэтому именно на основе этого, который в первый случай мы с вами посмотрели, мы будем добавлять по 40 петель. Теперь мы 9 рядов провяжем без добавления. В 11 ряду опять у нас идет добавление петель. Тогда на частях в кокетке стало по 4 петли. Значит, мы провяжем 4 петли, добавим 1 петлю. Опять провяжем следующие 4 петли и добавим 1 петлю. Вот таким образом у нас идет дальше. Следующее добавление у нас осуществляется в 21 ряду. Опять через 10 рядов. Тогда это 4 цифры у нас станет 5 петель. 5 петель провязываем, добавляем 1 петлю. 5 петель провязываем, добавляем 1 петлю. Вот таким образом мы продолжим вязание. А в 31 ряду теперь осталось 6 петель, добавляем 1 петлю.
6 петель, добавляем 1 петлю. 41 рядом стало 7 петель, добавляем 1 петлю. 7 петель, добавляем 1 петлю. Вот таким образом, друзья, через 10 рядов у нас вот цифра здесь будет увеличиваться на одну цифру, будем добавлять по 1 петле. Будет расшириться равномерно наша кокетка. Еще, друзья, одну вещь хочу вам отметить. Вы здесь, когда общее количество петель горловины, если вы будете делить на 40, у вас здесь могут быть разные цифры. Могут быть закругленная цифра, может по-разному. 3,1, 3,5, 3,75. Вот такие по-разному могут быть. Тогда как надо поступить? Для этого я вам составила таблицу, чтобы вам было удобно, через сколько петель вы будете добавить петли. И сейчас немножко я вам объясню, как использовать эту схему.